Привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал. Новая часть сериала принимает неожиданные повороты. Во-первых, сериал все усложняет. Пока Сейрен ищет новую работу, чтобы заработать на жизнь, Ферит делает все возможное, чтобы произвести впечатление на Невра. С другой стороны, Архан в отчаянии приказывает убить Казима. Так умрет ли Казим? Архан лично назначает Казиму необходимое наказание, поскольку видит вмешательство Казима во все и причину, по которой события осложнились. В то время как Архан, с одной стороны, рискует всем, чтобы завладеть всей властью своего отца, с другой стороны, он договаривается с некоторыми людьми, чтобы наказать Казима. Обычно люди, с которыми ладит Архан, хотят поставить Казима на грань смерти и запугать его. Таким образом, Казим не испугается Карханов и не впадет в месть. Но события выходят за рамки того, что планировал Архан. Архан скажет мужчинам: «Не убивайте Казима, но сделайте это хуже смерти», и попросит их убедиться, что Казим напуган еще больше. Мужчины, с которыми договорился Архан, как говорится, пытают Казима разными способами и пытаются запугать его смертью. Но в этот самый момент, когда в дело вмешивается Ферит, все становится совершенно сложнее. Люди, нанятые Арханом, прибегают к своему оружию, когда Ферит хочет прийти и спасти Казима, и, вероятно, они застрелят Казима в этой сцене. Тогда Казима срочно доставят в больницу, и ему придется бороться за свою жизнь. На самом деле Казим, столкнувшийся лицом к лицу со смертью, в последний момент вернется к жизни и будет жить. Так что Казим не умрет. Так что Казим из сериала не уйдет. Так какова же будет судьба Архана, который несет главную ответственность за этот инцидент? Ферит узнает от Абидина, что его отец планирует эту работу, и поначалу ни с кем не расскажет о ней. Затем, когда Казим воскреснет из мертвых, Ферит призовет своего отца к ответу. Архан скажет, что сначала он не планировал такого и просто хотел напугать Казима. Ферит же сделает все возможное, чтобы Сейрен не услышала об этом инциденте. Потому что, если Сейрен узнает, что этот инцидент устроили Карханы, то она возненавидит Карханов полностью. Так почему же не показана беременность Сейрен? Обычно, до появления в сериале персонажа Невра, мы бы увидели беременность Сейрен и примирение Ферит и Сейрен. На самом деле, в вопросе Пелена произойдет шокирующее развитие событий. Но из-за недавних перемен нам не удалось увидеть беременность Сейрен. Фактически, сценарий беременности, который мы должны были увидеть в нескольких эпизодах, к сожалению, был перенесен на следующие эпизоды, и мы не увидим беременность Сейрен, пока не завершатся некоторые события. На вершине этих событий окажется вопрос развода Сейрана и Ферит. Как я уже говорил вам ранее, развода между Сейраном и Феритом не будет. Поскольку Хали Сага не хотела этого развода, а Сейран отомстила, вопрос о разводе больше не поднимался. Однако, чтобы войти в сценарий беременности, любовь Сейрана и Ферита должна полностью закончиться, и должен произойти этот сценарий развода. Итак, когда Сейран и Ферит решают развестись и даже подают на развод, Сейран внезапно обнаруживает, что беременна. Таким образом, Сейран и Ферит не разведутся из-за этой беременности. Таким образом, развод любого рода не произойдет полностью. Как я уже говорила, чтобы Сейран забеременела, заранее должны произойти очень плохие события. Эти события теперь будут вводиться постепенно, в течение нескольких глав. Да, друзья мои, это были мои взгляды. Не забудьте написать свое мнение в комментариях, подписаться на мой канал и включить колокольчик, чтобы не пропустить видео. Увидимся в следующих видео.